Вчера я узнала, что мой Гена меня предал, и у него есть другая. Я приняла решение добыть здесь в горах наш семейный отдых. Вернувшись домой, разойтись. Аккуратненько, не подскользнись. Сейчас температура воды 38 градусов, но из-за того, что мороз, мы не очень ощущаем. Даже Алиса спокойно сидит. Даже чай сейчас остывает просто мгновенно. Ну, вчера я целый день проплакала. Сегодня я пытаюсь морально немножко из этого состояния вылазить, потому что мы все-таки приехали на отдых. Ну, я стараюсь просто не думать какое-то время. Будем кататься. Да. Всем доброе утро. Ну все, мы уезжаем из этого дома, уезжаем из Лозещины сейчас. Едем на вокзал в Ясеню, здесь буквально 3-4 километра. И оттуда будем брать какую-то машину, скорее всего Урал, и подниматься на Драк. Высота огромная, там же только машины с цепями, нашей машиной мы не заедем, поэтому мы ее оставим на стоянке. Ну и стоимость такого удовольствия 200 гривен с человека. Но мы уже как заедем туда с вещами на эту гору, ну там уже и останемся на дня 4-5. Таюсь, пойдем чай попьем. Мы зашли на 5 минут допить чай и уже будем сейчас садиться в машину. Не замораживай ручки, рукавички мама где-то убрала. Почему у нас всегда такое количество вещей, я не знаю, если честно. Прощай это место, в которое я больше никогда не вернусь. Пересаживаемся в другую машину, мы грузим вещи. Сейчас будем ехать наверх, на горку. Так получилось, что мы будем жить с мамой, да, и отдельно. Я буду жить со своими друзьями, но в отеле тоже на горе, то есть наши отели где-то приблизительно рядом. Поэтому кататься мы будем почти всегда вместе. Дорога на Драгобрат начинается из поселка Ясеня. 40 минут подъем. Трясет. Я помню, мы с Асей в Грузии на Казбеке поднимались. Помнишь, с Бадри? Так же трясло на джипе. А вот дальше подняться наверх возможно только на полноприводном транспорте, заказав его у местных жителей. Дорога на Драк очень сложная, с опасными подъемами и поворотами, с очень плохой видимостью. Водитель должен быть опытный и знающий маршрут. Здесь место, где тяжело разъехаться. Невозможно. Адская дорога. Направление. Направление. Ну все, мы добрались. Вот наш новый дом. Ася поедет дальше, к Дане наверх. Они вообще на вершине живут, на самой. Прячь ручки. Мы как, хорошо. Мы как переезжие цыгане, по-моему. Ой, возьмите, пожалуйста, спасибо большое. Все, когда будем 12 ехать обратно, я вас Отойди. Не может выехать Василь, который нас сюда привез. Просто назад вот сюда сдать. Кошмарно. Застегнись до конца. Капюшоны поодевали все. Мы сейчас уже в нашем коттедже. Я перепутала бронь, забронировала номера не на январь, а на февраль, оказывается. И сейчас просто я не знаю, где мы будем жить. Администратор сказал, что что-то нам поищет, что-то придумает. Я не знаю, как так вышло. А Асе нужно подниматься выше, на 600 метров от нас. Она живет на самом пике Драгобрата, а машины нет. Нам нашли номер 4-местный на самом верхнем этаже, но нужно 3 часа ждать, пока люди выйдут оттуда. Не знаю, какой-то кошмар у нас все через одно место в этой поездке. Собачка маленькая, как Алиса, да? Это щеночек. Щеночек?
Идет снег, так красиво. У нас Снегурочка тут, маленькая. На Драгобрате, Драгобратская Снегурочка. Сегодня мы сейчас поднялись на Драгобрат, в номер почти заселились, но кататься, конечно, сегодня не будем, устали очень сильно. Пока пошли просто посмотреть цены на подъемники. Ну, конечно, по сравнению с Буковелью здесь все значительно дешевле. Думаю, что мы будем брать абонемент на 40 подъемов за 2000 гривен. Это самое оптимальное, потому что разовый подъем стоит 50 гривен. 120. 120, да. И на ребенка также, правильно? На ребенка 50 На раза. ребенка 50, вот. Поэтому, наверное, за 2000 это будет какой-то немножко эконом. И он действительно 2 сезона, скипас. Чан, колыба. Вот такой вечерний Драгобрат. Снег идет. Чаны везде. Домики красивые, елки. Мне здесь нравится, я очень много лет здесь не была. Вон наш коттеджик. Мы с Алисой приехали заранее посмотреть, в каком чане мы завтра будем париться. Пойдем? Здесь такая красота. На Драгобрате это лучшее место. Здесь несколько чанов. Вот у нас будет чан номер 3. Отель называется сам «Зеленая дача». «Зелена дача». Ай-яй-яй-яй. Неваляшка. Пошли. Вот наш завтрашний чан будет. Хорошо здесь сделали. Чаны, получается, над обрывом в ряд. Сзади елки заснеженные. Красота. Сейчас мы пойдем в гости к Асе сходим. Узнаем, где она живет. Здание из компании. Вставай. С подарками. Сейчас идем кушать к Тае. Тая не захотела с нами пойти. Она в номере нас ждет. Чем играется мой ребенок? Посмотрите. Она забрала у Дани рюмки, которые подарила ему я на Новый год вместе с фляжкой. И забрала, и все. Нужно ж Дане вернуть, дочь. Играться? А Дане отдадим? Завтра Дане отдадим? Да. Хорошо. Сейчас нам кушать принесут. Мы в колыбу наконец-то эту дошли. Маме юшку. Алиса, это сало. Ты не будешь сало есть? Ты что? Сало. Кака? Да. Пить горячее. Сейчас остынет, и я дам. Для деток здесь много развлечений. Не можем дойти домой, потому что Алиса нашла детскую площадку. Заходи, хочешь, заходи в домик? Алиса, заходишь? Опа! Еще одно снежное утро, которое мы начнем с чанов. Мы уже пришли. Это Зелена дача, одни из лучших чанов на Драгобрате, как я говорила вчера. Сейчас пойдем не спеша переоденемся, ждем Асю с Даней. Они тоже с нами будут париться. Тая осталась дома, не захотела идти. Стала не в духе, в плохом настроении. Ну, насильно тащить я ее не стала. Так что мы сегодня так, впятером без нее. Зато Алиса кричит «паси». Алиса хочет плавать. Она Паси. Пойдем. Такая красота сегодня. Что, у нас тут уже почти все готово. Пар идет, водичка греется. Алиса будет купи-купи? Камни на дне, чтоб ноги не жечь. Смотрите, какая красота. Господи, как холодно. Как же мне холодно. Полотенце. Полотенце. Вода очень горячая. Очень кипяток. Мы не можем сесть.
Сейчас привыкнете. Прям сильно он Сегодня, знаете, нет такого мороза, как мы были в прошлый раз в Яремче. И хорошо. Пара меньше. Погода классная. И сегодня целый день на Драгобрате будет идти снег. Сейчас наши детки дойдут, Ася с Даней. Запустим дрон, покажем вам, какой вид сверху здесь шикарный. Раздевался. Только двери плотно закрывайте. Там Да, тепло. закрывайте дверь, потому что оттуда все тепло выйдет. Нравится тебе здесь? Классно, да, купи-купи делать? Привет, еще раз. Не захотела идти. На лыжи сказала пойдет, а в чан не захотела. Как мне убрать рюкзаки? Что, котичка, иди сюда. Чайная трава. Дома. У нас сегодня день полностью будет загружен, потому что после чанов мы бежим домой в наш коттедж, берем лыжи и катаемся. Подъемники здесь на Драге работают до 5 вечера, и времени у нас немного остается, часа 3 буквально. Поэтому будем все делать быстро. У нас тут есть маленькая хозяюшка, которая стирает полотенца, всем помогает. Все постирала. Такая помощница мамина, да? И все стираешь, да? Для меня обычно комфортная температура это около 38-39 градусов. Но сегодня чан нагрелся до 45, и мне уже становилось немного нехорошо. Мне тоже, если честно. Алиса вообще такая красная была. Я боялась, ее подымала, постоянно холодную воду речную доливали. А мужики кричат, что им холодно, что мы их заморозили. Пойдем, пирожуля. Вышли с чанов, распарились, разморила. Алиса уже спать хочет. Ася осталась, еще переодевается. Мы идем, хотим на лыжах покататься. Они сказали уже сегодня все, устали. Давай, Дося, догоняй. Все, пока. Пока. Лыжи мы выбирали сегодня 40 минут. Сейчас идем кататься. Конячек. Лошадка. Где лошадка? Наш с Таюсей первый подъем на Драге за много-много лет. Тая вообще здесь впервые. Ветер. Алиса внизу. Мы пока не рискуем ее брать. И, возможно, вот здесь где-то на пологой горочке я все-таки ее завтра поучу. Мы давно собираемся. Драгобрат – самый высокогорный горнолыжный курорт украинских Карпат, расположенный в массиве Свидовец. Он отличается уникальными природными условиями, которые позволяют на его склонах лежать снегу с ноября по май. Здесь множество баз отдыха, отелей на любой бюджет. Со склонов открываются виды на Черногору, Гаверлу, Петрос и самые высокие хребты Горган, Синяк и Довбушанку.
Также здесь есть школа инструкторов. Кого интересует стоимость, это будет примерно 600 гривен в час. Холод. Также сейчас в моей душе, как будто у меня вырвали кусочек сердца. Здесь все белым-бело. Туман, вообще ничего не видно на вершине. Спустились вниз, а тут сонное царствие. 5 минут зашли погреться. У меня телефон перемерз просто на этом морозе адском. Вкусно? Все, дело идет к вечеру. До 5 мы докатали. Идем домой немножко, потому что Алису нужно согреть. Она уже подмерзла у нас. Мы переехали в новый номер. Здесь, конечно, место поменьше, чем у нас было. Вот наши вещи. У нас, как я говорю, как цыгане переезжие. Алиса уже играет. 3 раздельные кровати. Телевизор. И вид из окна в какой-то сугроб. Что ты там уже нашла? Игрушечку какую-то? Класс. Так, все, компактненько. А вот у нас вид из окна. И вот там вот мы с Таюсей только что съезжали. Сейчас вечер, мы проголодались, идем в какую-нибудь кафешку. Алиса второй день подряд находит эту площадку, детскую, домик, и все. А вот еще нормальное заведение тут на Драге. У Алисы тут восторг. И мишки, и олени. Кто это? Кто это? Что это за баловня сидит, ждет? Пельмешки сейчас нам принесут, да? Пельмешки будешь кушать? Все? Сейчас Даня придет. Будешь играть с ним? Сейчас мама тебе откроет, будет тебя кормить. Все пришли. Это что, потому что скидку не дали?